Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В этом коротком и понятном ролике я покажу, как связать цветочный мотив. Он может служить как самостоятельным декором ваших изделий, так и быть частью общего полотна. Тут связан шестигранник, с помощью которого соединяются все цветочные мотивы в единое полотно. Таким образом можно связать сумку любого размера. Смотрится очень стильно, эффектно и колоритно. Я вяжу из натуральной рафии, здорово будет смотреться из тонкого шнура, джута или рафии из целлюлозы. Правда, цветочки будут немного грубее, чем из натурального материала. Из этих мотивов у меня связана сумка. Видео на полное изделие также есть на моем канале. Я использую крючок 3,5 мм и натуральную рафию бренда «Вяжи еще». Это стопроцентная вискоза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Производитель советует не открывать пряжу полностью, она в термопаке. Прокалываю и просто достаю нить из центра намотки. Так она ни на каком этапе вязания не запутается. Нить легкая, нежная. Если выберете рафию из целлюлозы, изделие будет более грубым, но лучше будет держать форму, если это требуется. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Фиксирую рабочей нитью первый столбик круга. В это кольцо мне необходимо провязать в общей сложности 12 столбиков без накида. Теперь очень аккуратно, главное не оторвать край нити, стягиваю кольцо, формируя идеальный круг. Не дотягиваю до максимума, здесь должен быть аккуратный круглый просвет. Готово. Край начала в стороне. С помощью рабочей нити делаю соединение. Нахожу 2 дужки первой кромочной косы, вставляю крючок и протягиваю соединительную. Вот так. Теперь мне нужно навязать основу следующего ряда, первого ряда лепестков. Буду пропускать одну кромочную косу, провязывая по 2 воздушные. Следующий ряд провязан петлями по 2. Вот в эту я соединялась. Следующую пропускаю. За обе дужки провязываю столбик без накида. Снова 2 воздушные. По основанию одну петлю пропускаю. В следующую за обе дужки столбик без накида. Снова 2 воздушные, пропускаю столбик без накида. Таким образом получится 6 петелек по 2 воздушные петли до конца ряда. У меня провязаны последние 2 воздушные шестые и закрепляюсь соединительной в точку, откуда выходили первые 2 воздушные. Готово. Теперь в каждую из 6 петель мне нужно провязать лепесток. Первая точка, первые петли воздушные. Вынимаю рабочую петлю, провязываю основание первого столбика и воздушное. Поднимаюсь на высоту ряда. Здесь этот край смазываю немного клеем карандашом и после этого ввязываю. Так он закрепится надежнее. Провожу эту линию, этот край ввязывается, накид, в это же окно столбик с одним накидом. Снова накид, в эту же точку столбик с одним накидом. Так мне нужно провязать 4 столбика с одним накидом в каждую петлю. 3 подъемный не считаю и 4. Вот такой лепесток получается. Подъемный столбик, 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные и закрепляюсь в это же окно столбиком без накида. Вот так смотрится один лепесток. Теперь столбиком без накида перехожу в следующее окошко, следующие 2 петли.
воздушная, поднимаюсь на высоту ряда, накид, 4 столбика с одним накидом в это окошко, второй, третий. Если тесновато, можно немного пододвинуть столбики, и четвертый. Готово. Снова то же самое, 2 воздушные, возвращаюсь к основанию, закрепляюсь столбиком без накида. Каждый следующий лепесток одинаково, столбик без накида, воздушная. И так продолжаю, пока не провяжу в каждое из 6 окошек одинаковые лепестки. У меня завершается 6-й лепесток, провязано 2 воздушные, и в эту же петлю я закрепляюсь столбиком без накида. Готово. Переворачиваю работу. Следующим рядом мне нужно сделать петли на следующий ряд лепестков. Интересно, что эти петли будут у меня в шахматном порядке. Я буду их провязывать между петлями позапрошлого ряда. Здесь, здесь, здесь. Это именно та петля, 2 кромки, которую я пропускала после первого ряда. Только по изнанке. Здесь сейчас нахожу эту петлю, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные, лепестки будут больше, соответственно, и петли воздушных больше. Нахожу следующую петлю, за обе дужки цепляю ее с изнанки, столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушных. Двигаюсь дальше, нахожу следующую петлю, вот она, между точками, на которые крепилась прошлая петля. Столбик без накида. 1, 2, 3. Следующая и так далее. У меня должно получиться 6 петель в круг. Готово. И последняя петля. 1, 2, 3. Здесь нахожу точку начала и закрепляюсь в нее соединительной. Теперь переворачиваю вязание на лицо. Снова вот так. Здесь буду провязывать лепестки, отодвигая предыдущий лепесток. Эти петли получаются в шахматном порядке. Лепесток будет между лепестками прошлого ряда, так как я прочередовала эти петли. Здесь сейчас поднимаюсь на высоту ряда, 2 воздушные, и столбики в эти окна будут провязываться с 2 накидами. 2 накида на крючок, ныряю в окошко и провязываю столбик с 2 накидами по 2 петли. Снова 2 накида, ныряю в окно, 2 петли, 2 петли, 2 петли. Лепесток будет больше, пышнее. 2 накида и снова 2 петли, 2 петли, 2 петли. В каждое окошко так мне нужно провязать 5 столбиков с 2 накидами. У меня уже 4-й и последний 5-й, также с 2 накидами. Готов лепесток. Теперь опуститься нужно на основание ряда. 1, 2, 3 воздушные. И по аналогии с первым рядом лепестков я в то же самое окошко креплюсь на столбик без накида. Есть. Вот такой лепесток во втором ряду. Здесь перехожу снова в следующее окошко столбиком без накида. И 2 воздушными поднимаюсь на высоту этого ряда. Снова 2 накида и 5 столбиков с 2 накидами в каждое окошко. Точно так же получится 6 лепестков. Лепестки немножко крупнее и пышнее. По 5 столбиков и кромочные. Один подъемный, другой наоборот, которым я спускаюсь. Так в каждое окошко провязываю одинаковый лепесток. Последний лепесток завершается по аналогии. 3 воздушные и закрепляюсь в ту же точку, куда он был провязан, столбиком без накида.
Этого может быть достаточно, если вы вяжете просто декоративный элемент цветок. Его можно будет закрепить через центр дополнительным отрезом нити. Так как у меня это мотив, который я буду соединять в общее полотно, мне необходимо навязать основание в виде шестигранника. Я переворачиваю свою деталь точно так же наизнанку. Здесь сейчас мне нужно вывязать новые петли на следующий ряд, но уже не в шахматном порядке, а в тех же точках, в которых были провязаны предыдущие петли. Нахожу эту точку, вставляю крючок, здесь подхватываю столбик, который выходил из этой петли, набрасываю и вытягиваю. Фиксирую рабочей нитью 1, 2, 3 воздушные. Они так же, как и прошлый ряд, будут крепиться на 3 воздушные. Следующее, вот она петля предыдущего ряда, нахожу точку, куда она крепилась, вывожу крючок через столбик предыдущего ряда и закрепляюсь столбиком без накида. Снова 1, 2, 3 воздушные, нахожу следующую точку и точно так же поэтапно, закрепляясь в каждую точку, провязываю 6 петель по 3 воздушные петли. И снова завершается этот ряд. В основании, где он начинался, я закрепляюсь соединительной. Переворачиваю вязание снова на лицо. Этой петлей поднимаюсь на высоту ряда, провязываю воздушную, отодвигаю лепестки прошлых рядов, и в каждую петлю мне нужно провязать 6 полустолбиков с одним накидом. Накид, первый полустолбик, второй полустолбик, третий полустолбик с одним накидом. Через каждые 3 полустолбика провязываю воздушную. Эта воздушная сформирует угол шестигранника. Снова накид, 3 полустолбика в эту же петлю. Первый, второй, третий. Таким образом, угол сформируется прямо по центру прошлого лепестка, то есть в шахматном порядке. Здесь теперь на переходе от окошка к окошку я провязываю полустолбик в столбик, который находится между петлями. Готово. Снова накид, полустолбик 1, второй, третий. Угловая точка, воздушная петля. Снова 3 полустолбика в эту же петлю. Второй, третий. У меня переход, сюда также полустолбик в основании. И так далее. Получается, между угловыми точками шестигранника у меня 7 полустолбиков. Вот угол, вот угол. Углы приходятся на центр петли, которые я заложила для вывязывания этого шестигранника. Продолжаю в том же духе. По 7 полустолбиков угол формирую по центру петли. И завершается этот ряд в полустолбик, соединение между петлями. Провязываю. Здесь можно укоротить нить коротко или длинно, оставив запас для соединения моих мотивов. Вот на нескольких цветах из 18 я оставляю длинную нить. Вытягиваю нить полностью. И здесь нахожу первую кромочную косу этого ряда. Увожу нить туда. И возвращаю в исходную точку. Наизнанку. Вот шестигранник, который у меня получился. Можно хорошенько отпарить лепестки, и нить займет свои места. Вот у меня отпаренный цветочек есть, смотрится он поаккуратней. Точно так же с шестигранным основанием. Если сейчас на этом этапе перевернуть детали,
то можно увидеть, какими сторонами они соединятся. Вот здесь стык в стык, далее здесь соединятся углы стыковочным швом, здесь вот полностью шестигранники стыкуются друг с другом здесь, ну и соответственно с этой стороны то же самое. Угловыми частями вниз они состыкуются с этой стороны. Начать можно снизу. Беру деталь с отрезом нити, с запасом нити и прокладываю стыковочный шов с этой стороны. Вставляю крючок в угловую точку здесь, в угловую точку здесь, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю. Здесь отодвигаю лепестки. Эти стороны у меня везде одинаковые, напомню, между углами шестигранника по 7 петель. Следующая дальняя полупетля по кромке, вставляю крючок. Здесь соответствующая полупетля по кромке, вставляю крючок. Вытягиваю рабочую нить и соединительная. Снова полупетля с одной стороны, полупетля с другой стороны, рабочая нить и соединительная, сверху снизу соединительная. Шов можно проложить любым удобным способом. Мне кажется, самый красивый и гармоничный соединительными в полупетле кромочной косы. Его также можно потом отпарить, полотно становится более послушным и ровным. У меня ушло 400 метров нити. Сумка легкая, прекрасно держит форму. Сюда, возможно, даже по желанию не требуется подкладка. Все аккуратно, ровно и очень стильно смотрится. Подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки, напоминаю, остаются в описании под этим роликом. Ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!